Рада приветствовать вас на своем канале. Я Светлана, и сегодня я приглашаю вас на прогулку по моему июньскому саду. Отцветает уже роза аспирин, не успела ее даже и снять. Немножко такой не очень солнечный кадр видео, потому что у нас сильный дождь был. Уже 4 дня дождь льет, но растения все встрепенулись. Сегодня пройдем по нескольким клумбам моего сада. Это штамбовая гортензия Limelight. Покажу вам те зоны, которые вы, может быть, еще и не видели. Увидим новую розовую клумбу. Вот эту зону я только начала делать. Я вам покажу, что я туда сажаю. Вот это новая розовая клумба, которую никто еще не видел. Но она не совсем новая. Покажу, какие плетистые розы на арках цветут. Лилии вот-вот выстрелят множеством цветов по всему саду. Зацветает лаванда. Ну вот мы в этой зоне сада, где на арках у нас вьются плетистые розы. Это роза бриоза. Есть обзор у меня. Я, кстати, все видео, которые буду упоминать, внизу ролика, внизу описания прикреплю ссылки. Можно будет зайти и посмотреть. Так вот, некоторые розы плетистые уже отцвели и зацветают другие. Даже хорошо, что они не все одновременно зацветают на арке. Это плетистая английская роза кремово-белого цвета. Как раз напротив вот этой розы. Эта роза парфюм рояль уже полностью отцвела. Одна из моих любимиц. У меня есть видео про нее. В каплях дождя, очень красивая. И как раз сейчас, видите, я занимаюсь тем, что обрезаю с нее цветы. У нее цветы сами не опадают. А напротив нее красуется вот эта английская плетистая роза. Цветет такими букетами, соцветиями прямо. И радует нас, когда мы отдыхаем там в кресле-коконе. В кадр немножко попала флорибунда. Эта роза напоминает Пьер де Рансар, герцогиня Кристиана роза. А вот клумба, которая у меня находится сразу за метельчатыми гортензиями вдоль центральной дорожки. Тут растет 4 темно-бордовых розы у меня и розочка пестрая абракадабра маленькая, но у нее в этом году интересные цветы выдались. Одна ветка полностью темно-бордовая. Красиво они смотрятся. Black Baccarat, Black Magic и еще какая-то Black, самые темные. Видео не передает их черноту, но когда они раскрываются, у кого такие розы есть, они знают, они прямо черные, бархатные. И вот, кстати, может быть, кто-то на заметку себе возьмет, что очень красиво с темно-бордовыми розами смотрится гипсофила. Обычный кустик гипсофилы, который посажен у меня в центре. В прошлом году тут было 3 куста гипсофилы, и она выросла высотой 1,80 м и полностью закрыла все эти розы. Поэтому весной я тут немножко попересаживала. И сейчас вот такая пена гипсофилы с розами красивыми. А если мы спустимся по дорожке возле дома, сейчас я другую зону сада вам покажу, июньскую, не менее красивую. И попадаем на дорожку, которая с 2 сторон плетистыми розами увитая. Роза Джон Сильвер, плетистая, которая почти рамблер. Почти, потому что она у меня почему-то второй раз мало цветов, но выдает. Грозовое небо какое красивое.
Вот так она цветет. Отдельное видео про нее я сделаю, а сейчас немножко расскажу про эту розу. Она выдает очень много, очень просто базальных побегов. В этом году у меня уже их с десяток. Побеги очень длинные. Лист самый обычный, зеленый, матовый. Цветочек не очень большой, но белый-белый. Я вам рассказывала, что чисто белый цвет у нее. Самоочищающаяся она опадает, и лепестков вокруг как-то и не видно даже. А напротив нее группа, команда лаванда и розы бельведер. 3 куста было у меня, когда я их пересаживала, стало уже почему-то 5. Корни собственные. Розы пошли, одна ветка прикопалась, дала корни, и у меня тут 3 розы, и через 2 метра за поворотиком там еще 2 куста. И очень красиво с лавандой смотрится. Оранжево-персиковый такой цвет, очень ароматная роза. Вот такая группа роз цветущая. А в ногах у них посаженные чайно-гибридные. Это роза Мириам. Огромнейший цветок, ароматный. Очень плохо держит дождь. Я когда буду делать видео с ее описанием, я там покажу, я стаканчиками закрывала их, чтобы не попортил дождь. А вот плавно мы двигаемся. И на моих опорах, я за них тоже рассказывала, плетистые розы. Джардина там и Джон Сильвер. Это тоже Мириам роза. 2 куста у меня зеркально посажены. А вот про эту розу хотела вам рассказать, что это прямо открытие года в этом году. Она в прошлом году была посажена, и я ее даже не заметила, как она себя вела, как-то не поразила она меня. Зато в этом куст очень высокий, 1,30 м. И вот такие шикарные огромные цветы хорошо держат дождь. Присмотритесь к этой розе. Ну а мы постепенно передвигаемся в другую зону сада. Вот наши штамбовые гортензии, смотрите, уже соцветия заложили. Подозреваю, что это фантом. Самая большая гортензия. Еще у меня на штамбе будет. На пихте корейской синие шишки уже стали. Это мой новый зонт из пузыреплодника. Все это мы с вами уже видели. И вот зацветает, уже даже зацвела аллея из древовидной гортензии, самой обыкновенной. У бабулечки я купила на рынке 2 или 3 кустика, и вот такая шикарная огромная аллея у меня уже зацвела. В этом году соцветия у нее небольшие, но я это сделала сознательно. В прошлом году я ее вообще не обрезала. Вот она так с соцветиями и ушла в зиму, сама опала, и соцветия облетели, ничего не делала. Решила поставить эксперимент. А в этом году хочу, наверное, кардинально взять и сантиметров на 30 высотой обрезать. Посмотрю, как будет просто красивее. Так и буду дальше делать. Но аллея от этого не менее шикарна. Белые шапки колышутся, очень красиво. Она получается задний фон, когда по круглой дорожке идешь. Получается эффектный высокий бордюр. Если мы сзади вдоль него идем, мы встречаемся с нашей магнолией. Магнолия Суланджа, Альба Суперба, по-моему, я не помню название. Когда буду делать видео про ее цветение, я там название вам точно скажу. Вот так красиво она цвела весной. Покупалась малюсенькой веточкой. Листиков у магнолии, когда она зацветает, еще нету. Зато смотрите, какие красивые у нее цветы. Ну, а если мы
бросим взгляд ниже, увидим наши рододендроны. Уже, конечно, они все отцвели. Это Silver Lady рододендрон, покупался в этом году, цвел не очень так обильно, в следующем году обещал больше. Астильбы очень эффектно вообще-то украшают сад, все тенистые места, как раз возле рододендронов я подумала, им самое место. Это Перси Вайсман рододендрон, который вот так цвел этой весной у нас. Красивый сорт. Сейчас он уже, конечно, без цветов, опадает. В начале июня прекратил свое цветение. Все рододендроны до середины июня цвели. И сейчас я вам покажу, какую клумбу я там продолжаю делать. Ну, в этой зоне сада мы с вами и сажали рододендрон, и гуляли когда-то. Вот за этой изгородью, если туда заглянуть, видна новая зона сада, которую я осваиваю. Я, конечно, отдаю отчет себе, что мне еще работы прибавится, но очень уж мне рододендроны нравятся. Один уже посадила, понад забором растут скальные можжевельники, скайрокеты, между ними временно посажены гортензии, тоже древовидные, на переднем плане минджулипы. И вот первый рододендрон, будет еще один. Вон там яма видна слева. Рододендрон невысокий, 1,5 на 1,5 метра. Называется Porsche Purple. А это пинисетум лисохвостый Red Head. Нарастает. Пинисетумы они вообще немножко поздно, как трава высокая, пинисетума. У кого если нету, рекомендую, потому что очень красиво наблюдать, когда метелочки у них качаются. Вот это наш Skyrocket. Будет закрывать спину новому своему другу, рододендрону Porsche Purple. Сейчас увидим там на картинке, какие цветы. Я когда покупала, среди листиков пару цветочков еще оставалось. Представляете, до сих пор. Они точно такие, как на картинке. Porsche Purple. Ну, посмотрим, как ему понравится в нашем саду. На момент выпуска видео я его уже и посадила, и капельный полив мы проложили, даже сделали ему такой навес от солнышка, пока его еще не закрывают соседи. Будут минджулипы прикрывать, и подтянутся, подрастут скайрокеты. И будет ему тенек, и хорошо. Вот такая аллейка. Тут растет 5 минджулипов, скайрокеты. В самом дальнем углу, вон там, это рябиник. Вот такой у него цветочек, красивый, мохнатенький. И в эту сторону тоже идут скайрокеты, и древовидные гортензии закрывают стоянку нам. Скайрокеты подтянутся. И мои молодые черенки гортензий я тоже в эту аллейку посадила. Так много в саду всего цветет и столько красок, что не успеваю снимать за работами в саду. Уже лилии начинают цвести. Когда буду обзор лилий делать, я сорта подпишу. Вот так сейчас красиво. Глория Дэй просит, ну покажи меня. Вот это роза Глория Дэй. С нее, наверное, с нее из плетистой начался мой сад. Спрашивают, какие розы вы первые посадили. Глория Дэй и плетистые розы на арку посажены были.
пинисетум, смотрите, как красиво колышется. Листики его. Вообще сад красивый, когда он нестабильный, никогда одни хвойные и никогда много цветов, а когда есть движение и игра красок. Вот в этой зоне сада я отдыхаю от роз, тут их нету. А в этой зоне сада мы любуемся сочетанием цветов. Лаванда и роза бельведер. Красиво. Но иногда от цвета устаешь, и можно уйти в ту зону сада, где только зеленые краски. На сегодня все. Такая небольшая прогулка. Надеюсь, вы какие-то для себя взяли за идею варианты или просто полюбовались красивыми цветами. До встречи в следующем видео. И не забывайте, что в саду мы не только работаем, но и получаем удовольствие и наслаждаемся, отдыхая. Это я, наверное, для себя. Света, отдыхай. Всего хорошего вам.